Всем привет! Сегодня я хочу совместить приготовление салата с рассказом о школьном конфликте из жизни подростка. Имена и место работы я называть не буду. Происходило это в году так с 1995 по 2000, точно не помню. В общем, как-то моя приятельница и коллега, мы работали в одном отделе, с возмущением рассказывает мне историю, случившуюся с сыном подруги в школе. Сыну было лет 12-15, тоже точно не скажу. Так вот, этот подросток рассказал дома родителям, что у него в школе более старший школьник вымогает деньги, и это происходит на регулярной основе. Родители мальчика не стали обращаться в администрацию школы. В это дело был вовлечен дядя подростка, бывший спортсмен. Он сходил в школу и поговорил с обидчиком примерно в таком ключе, что если ты хоть еще один раз подойдешь к такому-то, я тебе все ноги переломаю. Ну, примерно так, я точно тоже не знаю, потому что это со слов кого-то. Конфликт был исчерпан, больше у подростка деньги никто не отбирал. Хочу отметить, что школа была одна из лучших, специализированная, с углубленным изучением английского языка. Чтобы попасть туда, нужно было сдать экзамен. В основной своей массе родители детей были не бедными людьми. Каково же было мое удивление, когда я узнала, кто является родителем этого школьного вымогателя. Матерью этого подростка была тоже наша коллега, она была начальником другого отдела. Хочу остановиться на портрете матери более подробно. Молодая симпатичная женщина, стерва, муж, двое сыновей, старший вымогатель. Тут надо уточнить такую деталь, что когда-то я работала в отделе под ее началом, и все, что я о ней знала, это, собственно, с ее слов. Так вот, в детстве она была хорошенькая, что все ее любили, муж любил ее, на руках носил, квартиру она с работы получила, работала она в престижном заведении, карьера складывалась хорошо, в общем, семейным парадом командовала жена, муж был при ней. Вскоре мы все узнали, что она завела роман на стороне. Муж знал, мужа все жалели и считали лохом или лохом, я не знаю, как правильно ударение поставить. Так как я работала с ней в одном отделе, я натерпелась от нее. Сначала все было хорошо, но потом мы спорили на темы, не касающиеся рабочего процесса, и я стала замечать, что эти споры стали негативно отражаться на моей профессиональной деятельности. Не нужно, наверное, объяснять, как начальник может мстить подчиненному. В принципе, одной из причин, по которой мне с нуля пришлось освоить новую специальность в этом учреждении, это начальник стерва. Но все, что не делается, делается к лучшему. Я в короткие сроки довольно успешно освоила новую для меня специальность, но тоже было не все гладко. На эту тему я сделаю отдельный ролик. Вот такой портрет мамы. Я привела все эти подробности, чтобы понять, почему в такой, казалось бы, внешне пристойной семье с материальным достатком вырос такой урод. Но я к тому, что в деньгах он, наверное, не испытывал нужды. Почему он вымогал деньги, я не знаю. Так же, как я и не знаю, как сложилась судьба дальше сына, но как сложилась судьба мамы, я недавно узнала. Но об этом в другой раз. И еще я думаю, что вмешиваться родителям в дела подростков надо. Не всегда они могут решить все сами в силу своего характера и других обстоятельств. И я призываю подростков делиться с родителями, родственниками, хорошими понимающими педагогами своими проблемами. Они обязательно помогут. Не оставайтесь один на один со своей проблемой. Всегда есть выход. Ну, на сегодня все. Всем пока. Pas de soleil, 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 pas de soleil.
du soleil.